И снова здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики и просто случайные гости моего канала. У меня очень много архивных видео, и сегодня я решила одно из них выпустить. Мы гуляли по Бремену. Это было 1 октября 2023 года. У нас как раз была годовщина свадьбы, мы решили погулять и поехали в Бремен. Но так получилось, что в этот день в Бремене проходил марафон. Мы об этом не знали. Но получилось, что в центре города многие улицы были перекрыты и очень много народу. Давайте мы вспомним, как это было, и погуляем по Бремену. Бремен – это город на северо-западе Германии. Вместе с приморским портом Бремерсхафен образует землю вольный ганзейский город Бремен с населением 584 тысячи с лишним человек. Он входит в десятку самых населенных городов Германии. Старый центр города Бремен – это отличное место для любителей истории и архитектуры. Интересно прогуляться по его узким улочкам, мимо старинных зданий, пройтись по рыночной площади, на которую мы сейчас с вами выходим, заглянуть в Бременскую ратушу, увидеть статую Роланда, являющуюся символом свободы города, и Бременский кафедральный собор Святого Петра. Это все это является объектами всемирного наследия ЮНЕСКО. А мы с вами сейчас посетим одну узенькую, маленькую, но очень популярную среди туристов улочку Бетхерштрассе. Она пешеходная, туда на машине не проедешь. И тут очень много всего интересного. Давайте прогуляемся здесь. Этот рельеф называется «Несущий свет». Он, конечно, светится издалека своим золотом. Из этой галереи можно подняться в музей. Музей Паулы Мандерсон-Беккер. Это первый в мире музей, посвященный творчеству женщины-художницы. Он был построен в 1927 году.
А в этом дворике расположен такой фонтанчик, или, как сказать, колонка, не знаю, как это назвать. Бруно по-немецки называется «Семи ленивых братьев». Вот эти 7 человечков вот тут вокруг, которые лежат. И существует легенда, что им было лень ходить по воду, и они себе сделали вот этот вот, проложили этот трубопровод, чтобы, не трубопровод, этот Бруно, этот фонтанчик, чтобы вода сама к ним приходила, чтобы за ней не ходить. А на трубе этой расположены бременские музыканты тоже. Но здесь отсутствует петух, его постоянно воруют. Вместо него такая табличка, что его нет, его украли. Тут вот стеклянная мастерская, тут производят вот стекло, маленькая мастерская. Можно посмотреть, что-то купить. А прямо за фонтанчиком этих 7 ленивых братьев находится бременская конфетная фабрика. Такая маленькая фабричка. Тут делают конфеты прямо здесь. Прям можно увидеть, как они их делают. И можно прямо их купить сразу свежие. Оно вот светило. Надо с другого места с ракурса фотографировать. Это последний ответ. За вторую горсть, оказывается, что это не зашло, я ее оставил. Und das hat mich wirklich gestört. So, Marius, wenn du von hören gehst, da ist er mit dem Hund. На Бетхерштрассе
около основных достопримечательностей висят таблички, вот такие вот синенькие таблички, на них пронумерованы, и на них стоит на немецком, на английском языке описание. А вот здесь тоже две интересные скульптуры бронзовые привлекают внимание. Это пантера, несущая ночь, вот справа, а слева серебряный лев, несущий день. Так они называются. А здесь расположен дом Робинзона Круза. Вот тоже табличка с описанием около него. Это дом знаменитого Робинзона Круза из романа Даниэля Дефа. Конечно, Робинзон не жил в этом доме. Его выбрали как символ ганзейского новаторского духа. Кроме того, как можно прочитать в начале романа, Круза был сыном бременского торговца, который эмигрировал в Англию из Бремена и там разбогател. Мы вышли с вами на набережную реки Везер. Как раз пробегают вот марафонцы. Очередной раз мы с ним встречаемся здесь. На берегу стоит церковь Святого Мартина, одна из многочисленных церквей Бремена. Зашли, подрали и уехали. Это вот 5%, Глеба, это вот есть 5%. Это должен быть это вот 5%.
Estás diciendo que el preparado para un expreso son 2 minutos y 15. ¿Cómo tú? Ja, ich meine, das war natürlich völlig kontraproduktiv. Ne? Da nochmal bergauf, bergab war natürlich eine völlig falsche Zusammenhang. Hier da drüben gehen wir hin, ihr Mäuse. Ja. Weil das zu unserem gehört. Kompassglas. Бронзовая скульптура Афентор стоит на площади Амбриль с 2007 года. Скульптор изобразил 4 обезьян в форме ворот. Ist das? Stopp, stopp. Ist das? Ja, jetzt geht noch was. Ой, двор, я тут есть. Können wir bitte schneller Abstand in den Stadtzielbereich gelangen? А вот это фонтан-поилка для животных называется Pferdebrunnen, то есть лошадиный фонтан. Является подарком ювелирной компании Brinkmann und Lange городу Бремену по случаю 100-летней годовщины компании.
Сейчас мы находимся около протестантской церкви Пресвятой Богородицы в Бремене. Она расположена к северо-западу от Рыночной площади, является второй после Бременского собора самой старой церковью в городе. Побывав в Бремене, конечно, нельзя не подойти к бременским музыкантам. Это знаменитый памятник ослику, собаке, коту и петуху из сказки братьев Гримм. Благодаря именно этой популярной в постсоветском пространстве сказке многие и узнали и запомнили этот город. Ich hab gesagt, das Stück wird scheiße. А сейчас мы с вами зайдем в ресторанчик. Бременский винный погребок. Но если точнее, он переводится как погребок ратуши. Тут такие бочки стоят огромные. Но уже, скорее всего, для интерьера уже нет в них вина. Такой уютный старый ресторан. А этот современный фонтан – фонтан Нептуна, возведен в 1991 году. Жители Бремена могли выбрать один из 3 проектов, а также имели возможность высказать свое личное мнение и предложение в специально предоставленной книге. И вот еще одна церковь в Бремене – это церковь Святого Иоанна, римско-католическая приходская церковь. Она была построена в XIV веке как монастырская церковь францисканского ордена.
А эта скульптура называется «Кинетический объект». Она установлена в 1973 году, изготовлена из нержавеющей стали на бетонном основании. Эти отдельные полушария приходят в движение, когда ветер дует достаточно сильно, и тогда этот статичный объект становится мобильным произведением искусства. Нет? Думаешь? Что тут думать, там видно. А здесь на корабле расположен театр. И также на этом же корабле расположен ресторан на верхней палубе. А это похожее на башню замка здание водонапорная башня на Вердере. Она является старейшей водонапорной башней в городе Бремен. Здание высотой 47 метров, широко известное как перевернутый комод, было частью водопроводной системы Бремена. В районе Шнор находится фонтан Бадештубен со скульптурой во время купания, я бы так перевела это название. Также ее называют еще эту скульптуру «Счастливые купальщики». Фонтан призван напоминать о тех временах, когда еще не было ванных комнат, поэтому люди посещали общественные бани или купальные, которые находились в этом районе. Завтра на обед я ничего не буду. На этом мы завершим нашу прогулку по Бремену. Всем здоровья, мира и добра. И до новых встреч на моем канале. Пока-пока.